Ребят, всем привет! Добро пожаловать на новое видео Russian Progress. Меня зовут Артем, и Russian Progress — это проект по изучению русского языка через контент на русском. И здесь есть субтитры к каждому видео, так что включайте субтитры. И спасибо еще раз всем тем, кто добавляет субтитры на других языках, особенно на английском. Это очень помогает ребятам, которые тоже изучают с моими видео русский, и помогает мне распространять видео, так что огромное спасибо. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему того, когда обращаться в русском языке на «ты» и когда обращаться на «вы», потому что никто не хочет показаться грубым, все хотят говорить вежливо и говорить правильно, поэтому я думаю, это актуально. Но прежде хотел бы напомнить, что до конца мая на Патреоне действует специальное предложение. Если вы подписываетесь на уровень Extra Podcast и выше, вы получаете также 30 минут беседы на русском со мной. Вот, мы можем познакомиться, пообщаться, вы зададите какие-то вопросы, и вы также получите дополнительный контент. Это действует до конца мая, осталось совсем немного времени, так что если вам это интересно, то, пожалуйста, присоединяйтесь, ссылочка будет в описании. Итак, давайте для начала немного предыстории. Когда вообще обращение на «вы» у нас обрело такую популярность? Особую популярность это обрело во времена Петра I, после проведения реформ Петра I, реформы касательно языка, касательно поведения, быта, этикета и всего прочего. Петр I хотел сделать из России европейскую державу, и многие моменты из Европы были переняты им в Россию, в русскую культуру, в том числе и французский язык, то есть у нас больше, чаще начали использовать французский язык, и уже из французского языка к нам перешло обращение на «вы». В 18-19 веке даже многие писатели, люди высшего общества писали и говорили на французском, писали письма, писали свои произведения. Например, немалая часть «Войны и мир», написанной Львом Николаевичем Толстым, она была написана именно на французском языке. Так что вот, собственно, оттуда у нас и идет вот это обращение на «вы». И теперь давайте перейдем к 3 правилам, когда стоит обращаться на «вы». Первое правило, которое вас никогда не подведет, это самое главное, что если вы не знаете человека, если вы не знакомы, то обращайтесь к нему на «вы». Вне зависимости от его возраста, вне зависимости от ситуации. Если вы не знаете, особенно если вы сомневаетесь, то обращайтесь на «вы». Единственным исключением может быть только обращение к детям, совсем маленьким. Будет немного странно, если вы будете обращаться к ним на «вы», но тут как вы сами хотите. Я лично считаю, что к детям, не знаю, там до 10 лет, до 15, может даже лет, обращаться на «ты» вполне допустимо. Второе правило — это если человек значительно старше вас, значительно старше, то есть не на год, не на 5, даже там не на 10, на 15, на 20, на 30, на 40. Если человек старше вас значительно, то обращайтесь к нему на «вы». Даже если вы познакомились, даже если вы знаете друг друга, считается нормой, если вы будете обращаться к нему на «вы», если он не предложит вам обращаться к нему на «ты». И да, мы, кстати, говорим перейти на «ты», перейти на «вы», ну, на «вы», как правило, не переходят, переходят на «ты», то тогда, конечно, вы можете общаться на «ты», но нормой считается, если вы с человеком, который старше вас, обращаться к нему стоит на «вы». Третье правило — это когда вы в контексте официальном или формальном, когда вы, не знаю, в университете, когда вы в каком-то учреждении, на почте, не знаю, в банке, в больнице. То есть в этом случае обращаться тоже нужно на «вы». И здесь же я добавлю какие-то услуги, да, то есть если вы в кафе, в ресторане, в продуктовом магазине, вообще в любом магазине, если вам оказывают какую-то услугу, то нужно общаться на «вы». Сейчас, конечно, есть кафе, в Петербурге, например, есть кафе, где к тебе обращаются сразу на «ты». Ну, например, Serve Coffee. Если вы зайдете, вам скажут: «Привет, как у тебя дела? Какой кофе ты хочешь? Что ты делаешь, чувак?» Ну, то есть Serve Coffee — это, собственно, концепция, я думаю, из Австралии, да, и в Австралии это нормально, это принято со всеми даже незнакомыми людьми общаться вот так вот, да, то есть очень дружелюбно, очень открыто, близко.
Но в России вот я лично воспринимаю это, мне как бы некомфортно, да, когда ко мне обращаются на «ты», в такой ситуации. Ну, тут, наверное, зависит от заведения, то есть если вы идете в какое-то такое неформальное, я лично сам первый скажу всегда на «вы». Вне зависимости, что это за место, я скажу на «вы», и потом уже, возможно, на «ты». Ну, потому что мне так просто комфортнее. Это речь идет не только о каких-то нормах, а просто о дистанции. Потому что «ты» — это уже означает, что человек мне знаком, что я его знаю, он мне близок более-менее, и не всегда как бы комфортно обращаться на «ты» к человеку, которого ты совершенно не знаешь. Вот. Еще, конечно, очень грубо, когда к тебе обращаются на «ты», взрослые люди, ну, типа, которым там 50 лет. Приведу вам такой пример. Помню, я прилетал как-то в Петербург из Москвы, по-моему, на самолете, и я сидел на крайнем сидении, то есть А, Б, С, я сидел на С, и здесь был выход, и как у нас бывает в России, то есть самолет только приземлился, люди сразу уже встают и достают свои куртки, одеваются, чтобы быстрее выйти. Вот, и как раз-таки со мной сидел такой человек, который хотел... И как раз-таки рядом со мной сидел такой человек, который хотел пораньше выйти, и он мне сказал что-то типа, ну давай, давай, вставай уже, давай, вставай. И это так стрёмно прозвучало, это просто отвратительно. То есть даже если он был старше меня, даже в 2 раза, очень грубо обращаться на «ты». В таком смысле, что типа, ну давай, давай, ты давай. То есть он должен был сказать, извините, можете меня пропустить, не пропустите ли меня, тогда вообще без проблем. Но когда ты говоришь на «ты», и вот так вот это очень некрасиво. Это называется понебратство. Это некрасиво, это тыканье, да, то есть когда тебе обращаются на «ты», вот так, в таком контексте, это называется, используется глагол «тыкать», «тыкать», то есть тебе тыкают. Это некрасиво, и никому этого не желаю. В общем, если вы не знаете человека, то говорите на «вы». И «ты» — это, кстати, как, возможно, вы заметили, это безличное местоимение, то есть в целом, когда я говорю. Теперь, когда использовать «ты»? Ну, очевидно, когда вы говорите с своими родственниками, друзьями, близкими, с членами вашей семьи, даже если, там, не знаю, у вас бабушки, не знаю, 90 лет, вы все равно будете говорить с ней на «ты». Если вы общаетесь с каким-то человеком, вы не знаете друг друга, и вы чувствуете, что вы хотите как-то пустить в свое поле этого человека, вы хотите ближе общаться с этим человеком, подружиться с ним и так далее, то вы можете предложить ему перейти на «ты». Давай перейдем на «ты» или давайте перейдем на «ты». Можем ли мы на «ты». В общем, можете предложить ему перейти на «ты», и я думаю, что в 99% случаев этот человек не откажет, и общение будет более непринужденным и более приятным. Ну и второй момент, когда ты можешь обращаться на «ты», даже если ты напрямую не знаком с человеком, это если вас что-то объединяет, какое-то общее дело, общее увлечение, и все-таки это неофициальный контекст, да, то есть, например, у меня есть канал, я записываю эти видео, очевидно, у меня неформальный контент, то есть я тут использую и мат, и сленг, и обращаюсь к вам тоже на «ты», то есть я говорю «привет», «привет», что в принципе уже неформальное общение, и я ожидаю от вас того же самого, потому что если я к вам обращаюсь на «ты», я говорю «привет», значит, вы тоже можете ко мне обращаться на «ты». Для меня очень странно, когда вы мне пишете на «вы» в личных сообщениях. Мне некомфортно от этого становится, потому что я стараюсь как-то... Потому что все-таки я считаю вас ближе как-то. Вы не совсем незнакомые люди, вы пишете мне комментарии, вы ставите мне лайки и так далее. То есть, конечно, я не знаю каждого из вас, но в целом всю свою аудиторию я к ней расположен ближе, чем к какому-то совершенно незнакомому человеку. И поэтому я стараюсь как-то общаться неформально. И ожидаю от вас того же самого. Поэтому вы можете спокойно писать мне на «ты». Мне это будет не обидно, наоборот, я это нормально абсолютно воспринимаю. С большинством своих учеников я общаюсь тоже на «ты». Если, конечно, они не старше меня там, на много лет. Итак, давайте еще раз повторим, когда обращаться на «ты», когда на «вы». Первое, если вы не знаете человека, абсолютно не знаете, вас ничего не связывает, это более-менее официальный контекст.
Второе, человек старше вас, да, то есть старше на, не знаю, там 15, 20, 30 лет. Третье, вы находитесь в каком-то формальном контексте, официальном контексте, либо вы пользуетесь какими-то услугами. Четвертое, обращаться на «ты» стоит, если это близкий вам человек, если, понятно, это член вашей семьи, родственник, друг, знакомый и так далее. Либо если это человек, которого вы хотите впустить в свой круг близких людей, тогда вы можете предложить ему общаться на «ты». Ну и пятое правило – это если вас что-то все-таки объединяет, если это неформальное общение, как со мной, например, то тогда вы тоже можете обращаться на «ты». Но есть, наверное, еще какие-то нюансы, возможно, я их не оговорил, я расскажу об этом в следующих видео. Пишите в комментариях, бывала ли у вас какая-то забавная ситуация, связанная с вот этим явлением в русском языке, когда это было стыдно, что вы сказали «ты», или что-то вроде того, но поверьте, ничего страшного не произойдет, даже если вы ошибетесь, просто пользуйтесь правилом, если сомневаетесь, используйте «вы» всегда. Вот, и на этом все, спасибо, что смотрели, слушали, и мы с вами услышимся в следующих выпусках. Пока!